Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Сегодня будет снова очень такой интересный, шаловливый расклад, который называется «Ваши интимные победы». Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И пока я тасую карты, напишите, пожалуйста, какие женщины вам больше нравятся, блондинки, либо брюнетки, либо вам все равно, какой цвет волос. Давайте-ка знакомиться дальше. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Много обиды, много злости, много разочарований. Плюс еще может проигрываться новый какой-то вот тупик. Тупик жизненный, тупик в работе, в личной жизни. То есть это может быть в любой сфере. Боже, охрипла что-то я уже. То есть у вас такое, знаете, я бы больше сказала, что, ну, наверное, упадническое больше вот настроение. Да что ж такое? Наговорилась много сегодня. Вы человек, который умеет зарабатывать деньги, умеет тратить деньги. Вы, в принципе, ну, неплохо получаете. Я не могу сказать, что у вас есть какие-то финансовые проблемы. А вот душевное ваше состояние, конечно, ну, оставляет желать лучшего. Давайте-ка уточним, почему у вас такое состояние. Ну, кто бы сомневался. Из-за женщины, которая сейчас находится далеко. Из-за женщины, которая причинила вам много боли, много страданий. Причем может проигрываться у некоторых из вас, что она вас, ну, как бы как липку либо обобрала, либо хотела обобрать вас. Ну, это в том плане, что хотела, может быть, отсудить квартиры, машины, деньги по максимуму. У некоторых это могло получиться. То есть у вас сейчас такое не очень хорошее моральное состояние, потому что вот этот вот осадок, который остался, вот эта враждебность, причем еще у некоторых из вас может быть даже, что вы продолжаете периодически общаться с бывшей по тем или иным причинам, ну, может быть, там по поводу детей, алиментов, каких-то еще вопросов, я не знаю, материально-бытовых каких-то. Но это агрессивное такое вот нежелательное общение. Вот у меня такое ощущение, что вам вообще это общение даже скорее больше негатива приносит, чем позитива. Я не вижу абсолютно никакого просвета, да, что вот у вас какое-то примирение вот с бывшей может приближаться. Ну, как-то вот постоянно это какие-то колкости с ее стороны, это какие-то претензии. Либо же может даже быть взаимные какие-то колкости. Вот она вас достала по самое не могу. То есть у вас такое вот состояние именно из-за этой женщины. Очень вам непросто именно в моральном плане. Другой женщины пока я не вижу возле вас. Причем может проигрываться у многих из вас именно вот как раз и воздержание. Да, вот в интимной сфере у нас сегодня такой шаловливый расклад будет. Причем вот вы такой человек, для которого вот важны именно отношения, для которого важна любовь. Не вот эти какие-то одноразовые развлекаловки, нет. Вы из тех мужчин, знаете, вот, которые, они скорее будут одни, да, вот как я говорю, лучше он будет сам со своей рукой дружить, грубо говоря, но не будет опускаться до вот этой грязи, до какой-то, тем более до одноразовых связей, потому что, ну, самому потом противно будет. Так, давайте-ка посмотрим, что же дальше произойдет у вас вообще в личной жизни. Да и не только в личной. Мы сейчас и интим посмотрим, мы сейчас все посмотрим. И я же тоже шаловливая девочка, вот как-то так. Так, смотрим, что у вас на личном фронте будет. Какой-то период
Вот у вас будет, знаете, вот запарка по работе, что вам будет не до личных отношений, не до романов. Вот это то состояние, когда вы приходите домой и без задних ног просто падаете, обессиленный. Это может быть и дополнительный какой-то заработок. Это может быть, допустим, вам дали какую-то дополнительную работу. Там, допустим, коллега заболел, да, вы за двоих впахиваете, но получаете за одного. Ну, то есть какой-то период вам еще будет не до отношений, просто, ну, сил у вас не будет, да, но не до романов. Что же будет дальше? Есть ли свет в конце тоннеля, да? Конечно, есть. Кто бы сомневался. Причем, знаете, вот в вашей жизни появится новая женщина, новая любовь. Но это будет женщина, вот я обычно называю это женщина мечты, да, вот женщина, которую намечтал. Вот она будет, знаете, вот она как женщина будет классная во всех отношениях. Вот это и сексуальность, это и женственность, это вот, посмотрите, это жизненный ваш просто шанс. Вот она будет шанс на счастье в вашей жизни. Это человек, который поглотит вас настолько, да, вот она вам покажет, во-первых, высший пилотаж и в интимной сфере. Она вам покажет высший пилотаж и вообще в отношениях, потому что, ну, как-то вы вот подзабыли уже, что такое нормальные отношения. Потому что когда вот рядом была фурия Гарпия, которая не любила, не ценила, от которой отдачи либо же не было, либо не было, ну, я не знаю, от слова совсем, либо мизер был отдачи. Вот эта женщина будет совершенно другая. Она вам покажет высший пилотаж во всех отношениях, да. Вот вы с ней познакомитесь, у вас как будто вот прозрение какое-то, да, вот начнется, что ну неужели так бывает? Вот такая мысль даже может появиться у некоторых из вас. Ну так не бывает, ну не бывает таких классных женщин, ну не бывает таких суперских женщин, да. Мне особенно приятно, да, вот немного отступлю от расклада, как некоторые из вас пишут мне в комментариях, да, ну такие радостные, пишут, наконец-то, боже, ваш расклад проигрался, я так рад, я не верил, но я рад, вот все так и случилось, да, такая супер женщина. Поэтому, ребята, всему свое время, да, у кого-то раньше проигрывается расклад, у кого-то позже, но тем не менее, нужно, главное, верить, и тогда свыше вам это все пошлют, пришлют. Итак, женщина, которая, знаете, вот она в интиме, вот она относится как раз к тем женщинам, у которых голова никогда не болит. Вот вы уже отвыкли от такого, да? У вас же, вот когда были ваши отношения, ваша бывшая дамочка либо же отказывалась, либо же это все происходило там, ну, раз в месяц, может быть, вот именно как долг, да, говорят, супружеский долг. Это было настолько как-то, ну, обыденно, привычно, неинтересно, да. Особенно у кого из вас, вот если проигрывается, что вот этот супружеский долг был, когда женщина в позе спящая красавица, либо же Ленин в мавзолее, да, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, как бы, ну, такой интим совершенно не интересен, да? Какой должен быть настоящий интим? Вот напишите мне в комментариях вот вашу точку зрения. Вот я говорю, что он должен быть такой, когда даже вот соседи выходят нервно покурить, да? Когда это все бурно, когда это все страстно, когда это по всей Камасутре, да? Когда это настолько может быть спонтанно, когда вы можете это делать в разных местах, да, ну то есть это все должно быть настолько бурно, страстно, спонтанно, классно, плюс учитывая пожелания друг друга, все хотелки, да, когда люди изучают друг друга, знают, кто что любит, как любит. Вот это я сейчас вам описываю, вот эту женщину, да, вот я к этому подводила. Вот эта женщина вам покажет высший пилотаж, да, когда голова не болит, от слова совсем, да, ну именно вот в этом деле, да.
когда человек всегда к этому готов, когда она готова везде по-разному, по-всякому, и утром, и вечером, и днем. Ну, то есть, это, знаете, ну, это мечта любого мужчины. Вот что бы вы ни говорили мне, да, вот некоторые из вас пишут, я уже не в том возрасте. Поверьте мне, когда появляется женщина, которая заводит вас, когда появляется драйв, да, ну, у вас начинают, как бы, знаете, даже вот ну, гормоны начинают активнее вырабатываться. У вас начинает появляться больше желания. А вот эти вот желания именно интимного плана, они ведь очень зависимы от ну, тренировки, я их так называю. Да? Если у вас чем больше воздержания, тем ну, меньше вам будет хотеться. Ну, как бы вы привыкли без этого, и все. Ну да, иногда там, может быть, хочется. Чем больше вы этим занимаетесь, чем больше хочется. Вот как будто, знаете, вот там вот орган этот ваш тренируется. Вот мы сейчас так будем, я так очень деликатно пытаюсь говорить, да? Но тем не менее, так и есть оно. Поэтому с этой женщиной вы будете и тренировать все свои органы, и мелкую моторику, и крупную, и общую моторику, и все органы, вы понимаете, о каких органах я говорю, да, вот она всегда на все согласна. Многие мужчины жалуются, да, что поначалу только бывает все хорошо в этом деле, а потом вот оно приедается. Нет. С этой женщиной вот у вас будет и дальше, вот у вас будет постоянно настолько вот драйвовые какие-то отношения, да, настолько это будут отношения, когда вот и желания совместные, да, одинаковые, когда будут и, знаете, вот один захотел, второй озвучил. Вот настолько вы будете вот как два пазла совпадать. Настолько вы будете вот и ваши предпочтения в интиме, вот эти все и позы, и когда, и где, и как, настолько у вас оно будет это все идти в унисон, что у вас реально будут мысли, ну так не бывает, да, ну не бывает, ну я сплю, я в сказке, да. То есть, я думаю, сейчас немножечко этот расклад вас взбодрит, да, такая тематика. Держите себя в руках, ребята. Я понимаю, что разные органы могут сейчас начать действовать, шевелиться, так скажем. Но держите себя в руках. Поэтому вас ждет настолько вот... Это будет ваша одна победа, но это будет реально победа из всех побед. Вы не будете распыляться на других женщин. Я не вижу, что вы направо-налево вот там романы крутите. Нет. Абсолютно. Вы вот именно из тех людей, которым важна одна, но любимая. Вы из тех людей, которые ценят вот порядочность, которые ценят верность, да? Вы сами стараетесь следовать этому правилу. Поэтому, наверное, вот как бы высшие силы, да, вот там оттуда наверху, наверное, все-таки услышат ваши молитвы и пошлют вам эту женщину, с которой вы позабудете все свои страдания, с которой вы позабудете все свои воздержания, проблемы, да, которая много чему вас научит, которая покажет вам во всем высший пилотаж, да, ну, с которой можно реально помолчать. Вот с такими женщинами очень классно, даже помимо интима, конечно же, просто вот помолчать. Настолько с ними комфортно, когда ты совпадаешь с человеком вот как два пазла, да, как вот две половинки одного яблока. Ты совпадаешь абсолютно по всем струнам души. Тебе настолько классно, тебе настолько с человеком комфортно, что ты не хочешь его ни на секунду отпускать от себя. Поэтому, ребята, вас ждут потрясающие, вас ждут великие времена, вас ждет супер женщина во всех отношениях. Не упустите ее, не пропустите ее. И вам будет счастье, ну, за все ваши страдания, за все ваши разочарования, за всю ту боль, которую вы пережили. Никогда не нужно опускать руки, никогда не нужно отчаиваться, потому что вот мы реально мы притягиваем то, во что мы верим. Вот если вы будете думать о плохом, плохое притянете. Если вы будете думать о хорошем,
Конечно же, спустя какое-то время, да, это не завтра, значит, но вам свыше это дадут, это работает. Я и на себе это не раз испытывала, это реально работает. Во что веришь, то и притягиваешь. Поэтому как-то так. Такой необычный расклад сегодня был, да. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем пока!